Что можно сказать, мои дорогие, любимые овны, про ваш март 2024 года? Однозначно он будет продуктивный, и многое будет зависеть, сколько ваших сил, энергии, эмоций, вашего потенциала, вашего такого глобального, масштабного потенциала вы внедрите и примените в жизни. Да, месяц, я бы так сказала, будет построен, рассчитан на то, чтобы вы пробивали свой финансовый потолок, да, свой потолок возможностей, который вот у вас и есть, который вот уже сложился по истечению какого-то времени. И если вы хотите выстрелить, да, то есть запаситесь терпением, оно вам точно пригодится. При этом сохраняйте свой креативный подход, неоднозначный подход для всех окружающих, да, подход, который настроен на, ну, я бы так сказала, благоустройство мира и планеты, для того, чтобы, ну, активно и мощно, ну, стартовать, начинать, делать, доделывать, продолжать свое дело активно и мощно, да. При этом, ребят, скажу так, что плюс здесь, конечно же, особо сложная и напряженная в работе это первая половина марта. Она, я так хочу сказать, что нервы будут, можно сказать так, на пределе, но понимайте, что это скоро закончится, и время плодов, пожинания плодов тоже. Также, дорогие овны, для вас этот месяц это как финальный завершающий месяц прошлого года, и совсем скоро, в конце марта, уже буквально овны потихонечку начнут запускать свои соляры, то есть свой персональный год, но об этом чуточку позже. Поэтому в этом еще и заключается сложность, потому что вам необходимо будет подвести такую, я бы так сказала, черту, итоги, да, потому что у нас будет в марте еще и коридор затмений, и это тоже все накладывается одно на другое. И понимаете, мои дорогие, что для вас этот месяц на самом деле, ну, такой требует от вас максимальной ответственности, включенности, ваших максимальных сил, действий и активности. Ну, здесь, конечно же, захочется все бросить, уйти, сказать: я больше не могу. Ребят, нет, потерпите, время пройдет, необходимо действовать, у вас обязательно все получится. И вторая половина месяца будет попроще, не будет таких напряженных аспектов, но скажу вам, здесь есть момент залениться. Есть момент залениться и слить потенциал, потому что было бы классно на отсутствии напряженных аспектов, очень классно бы продолжать свое дело, продолжать свою активность, но те, кто все-таки устанут и скажут: я устал, я ухожу, да, когда включится, все-таки, когда еще Солнце перейдет в знак Овна, и когда у нас с вами еще управитель Марс поменяет знак с Водолея на Рыб, вот в этот момент я бы вам сказала, что Солнышко у нас 20 марта меняет знак на Овна, то есть с 20 марта Овны начнут запускать свои соляры, это активное время. Помним, что у нас запускается еще и новый астрономический цикл на небе, да, у нас весеннее равноденствие, и здесь, конечно же, понимаете, что необходимо начинать с нуля, то есть строить себе новые планы, новые перспективы. Не фигурально, конечно же, начинать с нуля, да? Кому-то необходимо будет просто поменять подход в жизни, в работе, особенно если вы долго бьетесь, там, я не знаю, какую-то стену, не можете там тот же самый финансовый потолок прошибить, да? У овнов это особенно такая история, там нужно очень много раз бить в одну точку для того, чтобы получилось, да, ребят, не отчаиваемся, особенно если вам уже там не 30 лет, и за 35, 40, 45, понимаете, ну что в эти моменты жизни, в этом возрасте всегда дается вот так сложно, потому что это такая уже не молодость, это уже зрелость, и здесь точно вас жизнь проверяет на то, что достойны вы этого или нет. То есть нетерпеливые отсеиваются, терпеливые получают то, что хотят, но по чуть-чуть. Для чего? Для того, чтобы ценили лучше. Есть такая история у Овна: быстро все это сделать и за шажочек, за 2 минуты до цели взять и отказаться и сказать: ой, да ладно, я уже все достиг, можно сказать, и без вот этого мне будет прекрасно, пойду займусь чем-нибудь другим, да. То есть недоделки вот такие есть у Овна, поэтому
доделывайте свои дела до конца в этом марте, это очень важно. И, конечно же, с 23 марта, когда управитель Марс поменяет свой знак с Водолея, с активного, действующего, яркого, мощного, продуктивного такого Водолея, интеллектуального, на знак Рыбы, здесь будет момент желание залениться, желание вот так вот расслабиться, потому что уже вроде как такая усталость пришла, да, и февраль и март они были такие, я бы сказала, из ряда вон сложноватые, напряженные, да, то есть заставили побегать, потрудиться больше, чем обычно, и здесь прям реально придет такой, а можно я там спа, можно я полежу, а можно там я на массаж запишусь, это все прекрасно. Заняться своим телом в канун дня рождения, это все хорошо, это относится как и к мартовским овнам, так и к апрельским, но апрельские еще могут прям попахать, мартовские овны, конечно же, могут уже чуточку заняться своим телом, своим организмом, своей спортом таким легким, растяжечку, чтобы тонус в теле был, да, но все-таки, я вас прошу не расслабляться очень сильно, потому что помним, ребята, с 25 марта и по 8 апреля у нас коридор затмений. И этот коридор затмений начнется у нас с лунного затмения, которое случится 25 марта, и закончится солнечным затмением. Это тот коридор затмений, когда лучше не оставлять все дела в работе, которые вы наметили себе вот на этот период, потому что все начатое в этот момент, оно либо будет идти очень долго, будет либо идти напряженно, будет складываться не так, как хотели. То есть энергии будет очень много, она будет такая неустойчивая, да. И, как правило, все то, что начинается в этот момент, оно быстро заканчивается, потому что просто не хватает терпения. Это что касается коридора затмений. Здесь, ребята, конечно же, понимаете, что кармические узлы находятся как раз-таки в вашем знаке, в знаке Овна и Весов. И здесь отслеживайте. Понимаете, что мартовское лунное затмение для вас, я бы так сказала, погоды, ну не то чтобы особо не сделают, для вас больше натворит дел, придет к осознанию, к принятию и пониманию, вот как раз таки солнечное затмение, которое случится 8 апреля, и здесь вот, как говорится, если можно показать все то, что будет происходить, вот эта вот красненькая черточка, да, вот если вот так вот обычным простым языком, то здесь понимаете, что я бы в коридор затмений не сказала бы вот вам расслабляться, я бы вот вам сказала вот попахать, начать внедрять все, что хочется, все, что делали. Весной продолжать это активно делать, насколько это может, да, в работе, запускать проекты креативные, проекты онлайн, IT, проекты, рассчитанные на будущее, новые проекты на работе до коридора затмений, до 25 марта, да. То есть все для того, чтобы рассчитано организовать в будущем вашу свободу передвижений, свободу мысли, потому что мы все-таки движемся сейчас, пока у нас эти 2-3 года, 24, 25, 26, это года, которые переходные. Мы еще только на полпути в эру Водолея, и эти года будут сложны. Это и ограничения, это и, я бы так сказала, не свобода передвижений, да, когда ограничивается наша свобода, наш выход за рамки. Поэтому здесь лавируйте в обстоятельствах, ограничивайте себя новостями, они вам не помогут. Исследуйте своему жизненному пути, куда вы хотите идти, зачем вы туда идете, что делает вас счастливым, что ваше сердце хочет сделать, реализовать в этом мире. Идите туда. Работайте, развивайтесь, изучайтесь, обучайтесь, да. И вот я бы вам рекомендовала вот в этот коридор затмений вот это все продолжать делать. И тогда, когда случится 8 апреля солнечное затмение, вы оцените и увидите все плоды своих действий. Да, у овнов тогда уже у большинства запустятся, все пройдут соляры, ну, по крайней мере, 1 и 2 декада овновского знака. И здесь, конечно же, однозначно будет момент, когда вы поймете, что все то, что вы вкладывали, оно даст плоды, и оно даст в виде таких классных очень коммуникаций, друзей, знакомых, с помощью которых вы можете, ну, я бы так сказала, продвинуться в свое будущее, да, то есть вы сделаете очень много для себя, для своей реализации, такой придет внутренний момент сияния, радости, счастья от того, что не просто так все труды слиты куда-то. Поэтому, да,
Но для того, чтобы в коридор затмения это все делать, естественно, нужно было начать в феврале, ну или хотя бы в марте начните, ребята. Начните действовать активно в марте, потому что там аспекты, если же вы не будете работать, конечно же, да, они скажутся, ну, не совсем благоприятно на личной жизни. И да, личная жизнь, она, как правило, страдает тоже всегда. И здесь первые 2 недели марта будут такие очень напряженные. Захочется развестись, захочется расстаться, захочется предъявить претензии, захочется, вот, я бы так сказала, начать все с нуля, обнулиться, особенно если вам 43-44 года, вам захочется, у вас квадратура Урана, и вам захочется прям реально обнулиться, оппозиция Урана, всегда ее путаю, захочется обнулиться, разрушить все связи. Но нет, ребят, здесь нужно просто поменять подход в мышлении, то есть в голове, в мозгу, потому что Уран отвечает за сложную организацию мозга, и не обязательно здесь прям рушить отношения. Ну да, на бытовом таком уровне Уран – это планета разводов, однозначно. Разрывов отношений, разводов, когда жизнь обнуляется полностью, мы начинаем все с нуля. Поэтому я ни в коем случае вам не говорю этого делать, но меняйте мышление. Мышление в работе, поймите, что, возможно, то, за что вы трудитесь, вы бьетесь, и, возможно, вы не правы. Это неплохо, это хорошо, это настолько важное и ценное осознание принять, что ты не прав. Я вот когда в себе эти мысли нахожу, такая, так, я не права. И мозг начинает сразу быстро, активно делать, и начинает получаться. Ребята, это не стрёмно признать свою ошибку, что где-то ты очень долго, давно бьешься головой об стенку, и у тебя не получается. И в этот момент ты осознаешь, что ты не прав, что это же вообще по-другому делается, да? Что это же неправильно, почему раньше этого не было видно. И все, и начинаешь делать. Поэтому имейте смелость, и я вам желаю понять, где вы все-таки не правы, почему у вас сбоит личная жизнь, потому что личную жизнь нужно сохранить, потому что во второй половине марта прекрасное время для отношений, для любви, для романов, для свиданий, для теплых, приятных, лемурных отношений. И здесь, конечно же, ну, ребят, ни в коем случае не делайте вашу личную жизнь той самой истории, как козел отпущения, да, сохраните в себе это настроение, сохраните в себе мужество и возьмите ответственность за личную жизнь и за свое будущее, потому что, ну, кто, как не вы, никто не сможет за вас это сделать, потому что только ваше горящее, страстное сердце и желание жить в этом мире что-то сделать, что-то внедрить, реализовать себя, максимально себя проявить, назовите как угодно, максимально выпендриться, да, максимально оставить след своей истории, да, то есть сделайте это, то есть мы вступаем в то время, и високосный, собственно, год, он способствует тому, чтобы в прямом смысле много энергии будет вокруг, энергия будет разная, события в этом году абсолютно сложные и разные. И весна вообще в мировом масштабе, март будет очень сложный на события. И здесь отвлекайтесь, делите фон вот этих событий, и делайте, и понимайте, что необходимо в этот момент как раз-таки идти куда нужно, своим путем. События, они были всегда в мире, они всегда будут происходить, мы только начали активные года событий. Осень тоже к нам этого года вернется с большими глобальными мощными событиями. И здесь имеете четкое осознание, представление, что вы хотите сделать, кем вы хотите стать. Потому что вариться в мировой чаше, я бы так сказала, мы все равно все хотим, мы не хотим, варимся. Поэтому здесь какой вариант? Лавировать свою жизнь как хочется. И это имейте право понимать и осознавать, имейте здесь за это ответственность. Вот такой, ребята, я бы так сказала, сложный, да, неоднозначный гороскоп на март. Еще хочу уделить внимание на здоровье. Да, многие, к сожалению, начнут хворать. И если вы еще не начали, например, хворать в феврале, кто-то начнет хворать в марте, насморк, простуда, не знаю, различные вот такие вот болячки. Ребят,
Все пройдет, лечится работой. Да, делайте, работайте, старайтесь что-то делать, да, дайте себе время полежать, отдохнуть. Если вы все-таки свалились с температурой, температура будет, конечно, фиксировать и говорить о том, что что-то вы хотите сделать, но не делаете, боитесь, вам страшно. Вы на уровне тела понимаете, что это опасно, за гранью уровня вашей дозволенности. Так позвольте себе это сделать, особенно если это настроено для того, чтобы улучшить наш мир, сделать добро, сделать что-то масштабное, классное для человечества, а не просто захапать себе в карман, да, тогда, конечно, если ваша цель вашего развития просто набить себе карманы очень-очень много, там, я не знаю, до золотых унитазов, тогда, конечно, эта тактика сложноватая, да, а если цель вашего развития это вот дать миру все то, что накопилось у вас, все то, что вы считаете, вы классный специалист, у вас классный проект, команда, ребята, дерзайте, ради таких вещей, ради таких людей я здесь и вещаю, поэтому действуйте, действуйте, да, здоровье будет хворать, только работа поможет, только активность. Да, сейчас мне скажут, если врач сказал лежать, сил нет, как я могу просто восстановить себе сил? Ребят, ну это, ну у нас всегда так, одно лечится одним и другим, да, то есть все есть яд и все есть лекарство, по чуть-чуть, дозированно, и понимайте, если же у вас наоборот слабости, если у вас нет сил, начните заниматься спортом. Помню, недавно мне написали, как вообще можно заниматься спортом, если и так сил нет? Ну так а как же они появятся, если вы целый день на диване лежите, у вас, конечно же, ощущение того, что вы, ну, у вас сил нет, и это же начинать заниматься спортом, там, качаться, отжиматься, приседать, это же начнет все тело болеть, да? Ребят, но Овнов по-другому не так. У Овнов управитель Марс и Плутон. Эти планеты совершенно недобрые. И Плутон у нас в этом году мечется то в Водолей, то в Козерог. Весь год. И поэтому, ребят, понимаете, он начнет обратно разворачиваться из Водолея, пойдет обратно в Козерог, это будет начало мая. Поэтому, понимаете, времени для реализации вот этой вот четкой, чтобы стартануть, не так уж и много. А потом будете делать работу над ошибками целых полгода, до осени, когда Плутон обратно не развернется с Козерога и последний раз войдет в Водолея. Вот тогда начнет все меняться, активно действовать по-другому. Но до этого момента мы еще здесь пока, и мы имеем то, что имеем. Поэтому вот такой прогноз для вас, вот такой гороскоп. Понимаете, что это общий гороскоп, но мне с каждым разом все больше и больше говорят, что это совпадает, это работает. И поэтому, ребят, понимаете, что гороскопы мои работают, если работаете вы. А если вы лежите на диване и ждете, сбудется или не сбудется приход ваших денег, тогда, ребят, понимаете, что, ну, скорее всего, не сбудется, потому что под лежащий камень вода не текет. И, естественно, это общий гороскоп. Если же вы хотите индивидуальный, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать с вами лично, буду рада видеть каждого. Ребят, если у вас общий вопрос, свой же, оставляйте дата, время, место рождения и, собственно, вопрос под этим видео, отвечу в комментарии в режиме свободного времени, постараюсь помочь каждому, поэтому напишите, пожалуйста, все данные, которые я попросила. Собственно, вот такая история, друзья. И, пожалуй, про финансы. Знаю, что для вас, для всех интересно. Да, Овны, мы пока пашем. Прибыль будет в апреле и в мае. Но какая там будет прибыль? Поэтому да, к сожалению, если вам не 30 лет, то уже настолько быстро получать не получится. Если вы перешагнули возраст 35, 37, 40, то теперь, ребята, пашем. И чуточку позже. Ну, естественно, все равно, трудясь сейчас, она будет приходить прибыль. Но про ту, которую вы имеете в виду, большая, интересная и красивая, это, конечно же, апрель, и это, конечно же, май. При классных расставленных приоритетах. Поэтому я вам предлагаю начать стартануть в работе, в карьере, в бизнесе. Неважно, где вы работаете, ну и по сферам деятельности задавайте вопросы, отвечу лично каждому. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я рада была вам рассказать ваш гороскоп на март 2024 года. Оставляйте вопросы и по классике в конце актуальные ролики на видео, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.